Новые ограничения, вообще мне кажется, что в какой-то момент придется однажды сказать, что ограничивать просто больше нечего. То есть, ну, если только не начнут ограничивать количество дыхания воздухом. Но, тем не менее, очередная новость: штрафы до 20 тысяч рублей будут платить россияне за несообщение о наличии криптокошелька, спрогнозировали эксперты в беседе с базой. Они коснутся и тех случаев, когда криптокошелек заведен, но не используется. Я вообще не очень понимаю, как можно выяснить, кому принадлежит кошелек, используется, не используется, даже если используется. Как доказать, что он мой? От моего, ну, то есть не то, что от моего имени. Там нет имени в кошельке. Кто-то сделает какой-то кошелек и скажет: это твой. И все. А я скажу: это мошенники, как Долина, скажу, и все. И будем сидеть, смотреть друг на друга. Ну, то есть, в общем, какая-то странная история. В апреле он тем славится, криптокошелек, что он не именной. Поэтому там невозможно заблокировать у тебя деньги, чтобы ты с голоду пух. Раз туда выбросил быстренько. Я же напоминаю в очередной раз. Русский стандарт банк, который просто всех на деньги кинул, пенсионеры там не знали, что делать, какой-то старый, когда-то он появился, раскидал по ящикам. Это вообще он появлялся, я уж не помню, начало 2000-х, по-моему. Раскидал по ящикам карты, а потом пропал, банка нет. И эти карты как-то начали людям там насчитывать, ну кто-то их активировал, еще не знали тогда вообще, что это такое. И у людей колоссальные штрафы. Люди приходят в суд, и им говорят: ну вот раз вы платите, а платится автоматически, так как у Грефа там, например, в Сбербанке, тебе просто скидывают с тебя деньги. А раз ты платишь, значит согласен. Мне попадались люди, которые рассказывали так, что они там в суде. Ну кто-то добивался, кто-то нет. Сейчас на почте какие-то карты подсовывают, потом долги появляются. А потом, чтобы обойти эти долги, хоть быстренько скинуть на крипту, я просто так это воспринимаю, наверное, бывают и другие причины, то тебе за крипту теперь. Ну, то есть ты теперь ничего не перекинешь. То есть, вы понимаете, и самое главное, что никто не, я не вижу даже попыток проводить расчеты, перерасчеты, фиксировать хотя бы социальные выплаты. Я просто в Сбербанке присутствовал, когда пожилой человек возмущался, растерянно. А что происходит? У меня, говорит, все снимают. И ему рассказывали, что он переводит на своем счете, на свою карту, то гриф социалки снимается, и у него все забирают. Я просто, это все так странно. Просто какая цель-то? Чтобы люди с голоду, что ли, дохнуть начали? Я просто врубиться не могу. И даже попыток сделать так, чтобы у людей хоть что-то оставалось, даже если ты должен. Но если должен, ну ладно, человек выплачивает, например. Оставлять-то ему надо на одежду, на еду, на детей, на родителей. Вот это вообще не звучит нигде никак. Хотя что оставлять с такими-то зарплатами, которые в России? Там, наверное, оставлять. Ну и, в общем, даже дело не в зарплатах. Просто когда кто-то заинтересован, чтобы люди жили, и если даже должны, чтобы выплачивали, то это сразу заметно. А когда этого интереса нет, такое впечатление, что вот закидать долгами и закрыть выезд за границу, как должнику. Что тоже, кстати, любопытная история. Раньше, ну так это было аномально, не выдавать паспорт, например, загранпаспорт, если у тебя долги. Причем здесь это? Это вообще нарушает Конституцию, твое право на перемещение. В общем, сейчас много таких странных вещей, и вот теперь очередная вещь, на которой, видимо, кому-то спасала жизнь, вот эти криптокошельки. Вряд ли это коснется Чубайса, у которого, я уверен, там миллиарды, наверное, на этих криптокошельках. Ну, просто, ну докажите. Кстати, докажите, что у Чубайса это есть. Я просто подозреваю, что есть. Ну, доказывайте. Ну и так далее. В апреле в Госдуму внесли законопроект о криптовалютах, в том числе он предлагает обязать россиян сообщать в налоговую о криптокошельках и счетах на иностранных криптобиржах. Ну, а не будут сообщать. Дальше что? Также планируется обязать их отчитывать. Все время в чем-то обязывают. Люди обращаются к Госдумам, чтобы обязать, не знаю, спасти хотя бы от неконтролируемого завоза мигрантов, полное наплевать. Пытаются избавиться от Киркорова, пишут петиции: снимите с него народного, мы его не считаем своим. Ноль на массу. Сообщают о том, что когда Орбакайте упал и стало понятно, что под фонограмму обманывает людей, Госдума говорит: надо что-то делать. И все. Ну, зато в отношении народа что-нибудь ограничить, что-нибудь запретить. Вот здесь просто как из рога изобилия. Также планируется обязать их отчитываться об операциях по этим кошелькам и счетам. Раньше у меня всегда было ощущение, что от Госдумы нет никакого толку. Сейчас от нее вред, мне кажется, начинает появляться. Ну, вот мое личное мнение, не знаю, делитесь своим. Чисто гражданский вот мой взгляд. А подобные требования уже есть в РФ к счетам за рубежом за несообщение. О них штрафуют на 5000 рублей, это если вы карту получаете, ну, то есть в банк каком-то заграничном.
за рецидив на 20 тысяч рублей, сообщил базе управляющий консалтингового агентства Успенский. Люди иногда переводят деньги, чтобы у них последние не забрали. Сообщишь, и будут блокировать эти переводы, насколько я знаю. Ну, то есть такой, это будет как побочный эффект, по крайней мере. Внедрение. Люди почему там берут карты-то? Я просто... Тут даже парадокс ведь в самой ситуации. Охота за тем, у кого какие счета. Вы сделаете так, чтобы Депардье, приехав в Россию, не со сломанными ребрами уехал, а чтобы он приехал и здесь чувствовал себя комфортно. Чтобы люди приезжали в Россию и чувствовали здесь себя защищенно и комфортно. Если они уезжают, а вы все равно ничего не дадим, ничего не дадим. Ну, это просто выглядит-то как-то, мне кажется, самодискредитирующе. Внедрение штрафа по крипте более чем вероятно, и, скорее всего, они будут аналогичными. Уведомлять о налоговую, о кошельках следует из формулировок законопроекта. Обо всем их надо уведомить. Вы нас уведомите, откуда вы взялись, кто вас выбирает, товарищи депутаты. Мне все время любопытно. Почему мама Собчак Нарусу представляет регионы, в которых никогда не была? Ну, такое звучало, или она была? Ну, вот эти вопросы надо задавать, ну и так далее. Вопросы в ту сторону тоже есть, но они игнорируются. А в нашу сторону не вопросы, а законы. Вот такие вот. Будь здоров. Но отслеживать соблюдение закона налоговикам будет трудно, считает юрист. Для доступа к данным о счетах россиян нужны будут изменения в банковское и налоговое регулирование. Давайте и там все менять. Еще раз, вы криптовые, это недоказуемо. Поэтому держатели крипты очень боятся и стараются всегда выводить в банки. Но ваши не выводят, потому что ваш греф грабит. Я еще раз как пример из жизни. Хотят выводить на те банки, где... Это твои личные деньги, туда не лезет никакая грязная лапа, жадная. Хочется туда добраться, я это так воспринимаю. Зарубежные биржи и криптокошельки еще долго будут вне поля зрения отечественных фискальщиков. Тем не менее, если российская инфраструктура начнет отслеживать переводы с криптокошельков, это очень легко вроде как отслеживается, так что здесь тоже я не очень понимаю. Почему не отследили, где деньги, которые заплатили Долиной, она положила на крипту, где деньги дальше? Дальше где деньги? Долину к ответу, где деньги. Она и курьеру сказала отнести, положили, говорит, дальше мошенники. Какие мошенники? Еще раз, здесь под это подводится, что вот, наверное, борьба с мошенниками. Так это же все очень не верит никто. Вот я по комментариям вижу, никто не верит в ваших мошенников. Вы их должны предоставить, вы хотя бы должны показать, что вы их расследовали. И деньги, куда они уходят по этой крипте? Вот под это дело, похоже, что людей, которые последние копейки пытаются там, может быть, спрятать, вот по ним это ударит, а по всяким чубайсам это вообще не ударит. Ну, это мое мнение. Тем не менее, если российская инфраструктура начнет отслеживать переводы с криптокошельков в обычные деньги, внутри страны скрыть это будет нельзя. Ну, конечно. Отмечает исполнительный директор криптоброкера Кифра Маркетс Алексей Короленко. Это сложно реализовать, но в теории вполне возможно. При таком сценарии у владельцев кошельков не будет легальной возможности. Вы знаете, вот даже прям вот очередной запрет, я вообще не люблю слово запрета. Запрет — это путь к сверхобогащению преступных организаций. Потому что когда есть запрос, всегда будет предложение. Все, что государство само вокруг себя, для себя запретило, это решат потом организованная преступность. Люди все равно получат то, что им необходимо для жизни. Если это не хочет предоставить государство, это предоставят теневики. Это старый как мир закон, собственно говоря. У меня вообще такое ощущение, что пытаются избавиться от населения. Вот все эти законы, они больше такие выталкивающие. И кто сможет, просто уже на карачках будут выползать, чтобы ну хоть чуть-чуть пожить, как Папанов, да, последняя роль. Снялся, приехал, горячей воды нет, кипятильник и умер. Хочется пожить по-человечески. Мне кажется, такое ощущение, что вот просто все это фон того, чтобы было понятно, когда человек какой-то говорит, хочу жить по-человечески, а что-то не по-человечески, и вот дальше почитать пару новых законов, и становится понятно, да, хочется пожелать человеку жить по-человечески.